Как вы знаете, у нас сейчас проходит турнир Medieval Masters, где участвуют все топы с призовым 10 тысяч долларов. И турнир на самом деле довольно стандартный, ничего особенного, стандартные даже карты, мапул. И хочу вам показать конкретно эту игру из группового этапа, группа A. Счет 1-1 между ACCM и Херой, это еще самый первый даже раунд в этой группе. И смотрите, что намечается. Вау! Намечается очень близкое расположение ратуш. В общем, опять же, так как у нас стандартный мапул, да, стандартные карты, то игроки играют здесь обычный номад с перемирием, где вы видите радиус ратуши, да, здесь этого не будет видно в Capture Edge, но вы можете видеть радиус ратуши. S7, соответственно, забирается в уголок, да, у него идеальная ратуша здесь, как будто бы, вот он красным играет, загрузин, то все нормально, обычно ставят на прибрежечке, да, на прибрежной рыбе, самым быстрым источником пищи, ратушу. Тут еще и камень, лес близко, кабанчик, золото, все идеально. Что делает Хера? Хера просто увидел, что здесь ставит ACCM ратушу, и Хера при счете 1-1 такой, а давай я поставлю максимально странную ратушу. Чуть что, это обычно так никто не делает. Всегда идет ратуша на рыбе. На рыбе так или иначе. То есть рыба это даже важнее приоритет, чем лес. Ну, окей. То есть в чем суть, видимо, он захотел его запереть, да, потому что это угол, как бы окружить и запереть. Ну что, давайте посмотрим, что из этого получится. Может тут пушные галеоны вырастут. Кстати, Хера играет на бенгальцах. Но давайте подумаем. То есть Хера, смотрите, достроил ратушу, да, и все. С7, соответственно, тоже понимает, что здесь враг, почти ТЦРаш, но нет, никакие тут правила не нарушены в плане ТЦРаша. И все, С7 уже понял, что тут у него своровали овцу, тут крест. Он вышел дальше, и всем понимает, что самая большая проблема это остаться здесь, на самом деле, даже без кабанов. Он взял сразу быстро своего одного кабана, у него есть еще много рыбы, но да, все сложно. И он уже идет за другим кабаном, и смотрите, что он делает еще Мулкарта. Мулкарт сразу появился, как только Радша, да? Он идет здесь помогать, подтаскивать кабана. Соответственно, Хера тоже это замечает, и здесь начинается какая-то вода. Хорошо, кабан вроде уверенно идет. Ну, это не кабан, ладно. Но, в принципе, Хера тут отстающий. Хера даже блочит Мулкарт. Да. Вообще удивительно, что уже счет 1-1, да, Херу там кто-то смог выиграть, все дела. Ну, забавно. Хера 3 секунды айдла, и здесь очень классно по ситуации 7 забрал этого кабана, очень важного. И вот теперь, я бы сказал, ему ресурсов на феодал уже, наверное, должно хватать. Ну, хотя посмотрим, у него ни одной овцы нету, то есть тут все у него сложно. Но Мулкарт очень много выигрывает как бы ресурсов, это уже дополнительное здание, да, это супер. Здесь еще овцы бегают. Это не случайный дом, это начало завола такого от Хера, как я понимаю. Но и 7 тоже времени зря не теряет и уходит куда-то. Сюда он не уходит, почему? Потому что видит, что здесь, видимо, совсем еды какой-то зебр нету, да, только вот это озеро непонятное. А вот сюда он уходит, потому что тут есть овца и разведывает. Хорошо, давайте больше поговорим про нации. Вообще, тут можно подумать про ТЦРаш. Опа! И за Грузию ТЦРаш мы недавно видели, на самом деле, да? От Бири, который играет только крестами. Можете, точнее, не можете, а вы обязаны чекнуть, как человек играет только крестьянами на рейтинге 2000. Я думаю, надо, судя по тому, что зрителям понравилось, надо искать еще игры. Ну, точнее, они есть, надо найти еще самые интересные. И здесь ты доигрался. Самое интересное мы выпустим, но здесь доигрался уже Хера. Турнирный матч, ребята. Что происходит? Крестьянин уже вроде как почти мертвый, но он успевает выпрыгнуть. И ровно он же выпрыгивает, и кабан всегда выбирает. Кабан помнит. Или Рино, кто угодно. Гипопотам. Он помнит, кто его привел сюда. И он убивает. Минус крест Хера. Еще и айдлы. Еще он позже ратушу поставил. Короче, отстает где-то на 1,5 жителя. Нуб! Надо было лум делать. Так, тем временем здесь буквально один крест, видите ли. Да, но тут легко хватало и без добычи на мельницу. То есть идеальная мельница, идеальный привол и 3 креста. Все тут четенько. Боже мой, A7 играет максимально четко. А что у него? Так, немножко поменяем их местами. Чпоньк, A7 немножко правее, по крайней мере, пока. Хорошо. Вообще, Хера, почему ты сюда ратушу поставил? Ну да, чтобы типа так запереть, да, вот эта зона вся его, грубо говоря, сюда тяжело будет пройти. Да, плюс тут есть какие-то деревья, в каждом дереве, да, баобабе, по 200 дерева, то есть это не так мало, как может показаться на первый взгляд. В обычных деревьях по 100 соточки древесины. А так, все, больше ничего. Соответственно, Хера вообще, в принципе, живет без рыбы, да, если задуматься. По крайней мере, пока. Но вот сейчас он уже выходит.
Ну, это тяжело. Ты еще и крестов начинаешь сливать. В общем, старт у него не очень. У Сема намного больше добытых ресов, он делает лум, у него 600 еды. То есть у Сема старт идеальный, а у Херы придется выкручиваться. Короче, Грузия. Грузия у нас имба. Мулкарт. Юниты получают меньше урона на холмах, так же, как и здания. Реген юнитов, которые на лошадках. И церкви. Церкви это здорово. Дома, друзья. Так, выход на рыбу сюдой. Сюда и туда, тут тоже лум и будет переход. Хорошо. Тоже 2 здания пришлось строить. Сему такого не нужно было делать. Аванпост, короче, Сем себя уверенно чувствует. Даже если его запрут, он знает, что у него есть 3 жителя. А вот Хера про эту нычку пока еще как-то не алё. Честно говоря, мне кажется, за Херу нужно было тут делать прям стены, 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 если в этом было. Потому что я понимаю, в этом была стратегия. Запереть. А так получается, он просто поставил ратушу, которая хуже. И все. Не, ну конечно, потенциально апнувшись в замковую эпоху, тоже можно будет тут жестко сносить. Но тут уже вопрос, кто раньше апнется в замковую эпоху, кто кого будет сносить. Переходы, кстати, несмотря на все это, одновременные. У нас. И мы видим, что Хера... Да, вот теперь его план становится немножко более понятным, кажется, да? Он волится, и он выходит на камень, и это будет застройка башнями. И как будто бы у Сема есть камень, да? Но поставив одну вышку, да, он отобьется камень, а другого нету, только если этими крестами искать. Кстати, не успели построить барак, но из барака пока ничего не выходит. Но леса много 300, тут много на лесе, а вот Сема с едой, ну, запас, в принципе, неплохой. Тут у Хера прям минимальное количество уже еды, ну, то есть вот это. Сидит, расстреливает дом, что-то сидит, ждет, ждет, ждет. Зато камень ему самому не отобьют. Еще 2 овцы, привол и дом резкий. Ну и, в общем-то, смотрите, вот как чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Вроде все готово. И как будто бы ставит вышечку, отбивая сразу. Ну, то есть идеально, да, и рыбу оставшуюся, и камушек. Новый мулкарт строится на золоте. Его можно будет, конечно, перевести. И здесь Хера понял. Так, я его застрою вышками, но... Ага. Хера квикволит. Всем заобузил бак и просто через диагональ его убил. Ну, честно, обидно. Второй крест минус. Честно, ну вот это обидно даже. Ну, это, точнее, не обидно, это даже немножко несправедливо. В свою очередь, S7 ставит единственную вышку в отбитие леса. Лесопилка уже убегать не может. Итак, стрельбище на стрельбище. Понятно. Увидел Хера стрельбище, делает свое. Так, молодца. Я, конечно, слепой максимально. Ну так это не стрельбище, это барак, да. Я думаю, я ищу барак, думаю, как он делает стрельбище, если барака нет. А барак нет, он делает барак. То есть реально? Да, чел. Я ему сейчас еще и кусок леса отбили, но не полностью. Вышка на камне, потому что там уже много юнитов. О май гад. Причем, забавно, да, ну у Херы на 2 креста больше. Но это бонус, ребята. Это бенгальский бонус плюс 2 креста. Он сработал, и 7 навил, поэтому вот так вот все и вышло. Поэтому он уже даже и отстает. Ну что, зато у Сема есть топорик, топора нету у Херы. Хотя, не знаю почему, честно говоря. Здесь он застраивает домиком. Что еще мы можем обратить внимание? Так, здесь ребята остались. Выход на камень, соответственно. А как будет происходить выход на камень? Ну что ж ты, как ты заболел? Как ты заболел, Хер? Ну все, он начинает, видите, домики. А хитрый Сем, он выходит. То есть Хера не доконтроливает абсолютно. Здесь он распределяет какие-то усилия крестьян туда-сюда, подраться со скирмами, заделать домик, удержать. У него армии нету, понимаете? Он поставил барак и сидит, все. Ему даже, ну, он сейчас может вылепить Херчик стрельбище. Вроде здесь-то он все делает, ну, четко, да, как будто бы. Хотя где-то еще одного креста слил, 3-го. Но вот он упускает вот этот момент, получается, да? Все, вышка достроена, миллиард человек на камне уже. Хера зато у него преимущество по овцам. Они пока все еще есть. Здесь приходится делать фермы. 5 ферм. Эту рыбу нормально не подобываешь, да там толком ничего не осталось. Хорошо. Но, как бы, аванпост что-то видит? Да ничего не видит. Не знаю, заметил он выход на камень или нет, мы не знаем. Делает стрельбище, топорик. Вроде типа Хера стабилизировался. Такой у него плюс 2 креста. То есть его задача как бы не умереть, да, и затащить... За счет того, что у него типа позиция лучше. Хорошо. Но тут уже вообще-то лучники появляются, потому что мулкарт на золоте. Да? Но Хери как будто бы... Неужели он этого не видит? Ну вот здесь явно аванпоста не хватает. Можно было бы здесь какую-то крутую вышку вот сюда поставить, на самом деле. Отбить там даже и фермы, не говоря о золоте. Короче, внешних крестов, я так понимаю, 6 у Сема, то есть немало. Вот эти кресты навряд ли нападут прям на вышку, скорее поставят свою.
Да? То есть, как же методично SCCM все делает. Тут вышел сюда, поставил здание, потом вышел, добыл уже камень. Теперь он может поставить еще одну вышку. Смотрите, как он это делает. Я прям вспоминаю игры SCCM на номадах, это просто огонь. Он никогда не спешит, он всегда выбирает лучшую позицию. Смотрите, он не идет сюда и ставит, он идет в обход. Я не знаю, лучше это или не лучшая позиция, но он делает это не случайно. Типа, он типа сжимает. Теперь он сжимает. И херу. Посмотрите на миникарту. Кто кого зажал. Вот в чем вопрос. И приходится Хере реагировать. Так, кто у нас тут с дозорами, без дозоров? Да без дозора. С дозором. Всем играет номад. Конечно. Две вышки сюда. Ну и что Херы? Ну Хера не айблит, да? Хера делает крестов и уже старается не терять. У него их больше. Добытые ресурсы у Сема не меньше. Ну, то есть больше. Ранний топорик может влиять. Плюс, конечно же, мулкарты. Здесь фермы это неплохие фермы. Здесь можно чувачком попытаться подраться, хотя непонятно. Тогда спалишься. Какие-то дома вроде четенькие. Но уже стрела появляется у Сема. И что еще? Фермы сюда, но они не совсем тут защищенные, скажем так. И вот, пошла жара, но это скорее была уже реакция на вышку. Тут вышка на вышку, окей, вроде как обе достроятся, наверное. Сейчас этот присобачится к вышке. Или нет, мужичок. Да, здесь Хера как-то так на дурачка что-то пошел. Слил еще дополнительного креста уже, блин, в конце концов, 4-го. Но ему честно не повезло здесь слить креста и здесь слить креста. Ну, видите, когда вам не везет, Хере тоже не везет. Бывает такое. Но может ли Хера выкрутиться из такой сложной ситуации? Ну, если кто и может, то это Хера. Он удаляет дом, чтобы сделать себе ферму. Да. Так, а здесь пошел замес. Ошибка от SCCM, конечно же. Садится в ратушу Хера и уже с помощью еще ратуши расстреливает вышку. Короче, да, здесь он явно выиграет. Ратуша быстро убьет вышку. Так, здесь домовты кость Сема. Добытые ресурсы. Ну, ребята остались в феодале сидеть. То есть сейчас пока еще идет такой момент, где даже не копится еда на замковую эпоху. Она только просто тратится в скирма креста, скирма креста, скирма креста. Видите, 9 на еде. Это скирм крест, скирм крест, как говорится. Плюс-минус. Ну ладно, больше фермы, скирмы вынуждены охранять. Так. Но вы видите, вот эти 3 креста, походу, самые первые, которые вышли, они уже здесь, да? Далеко пришлось идти, но зато... Зато, да. Убежал. Ну так как SCM имеет доступ к камню, да? Он решает вот такую вышку сделать, но мог бы сделать другую вышку и отбить вышку Хера. Но здесь, конечно, все равно. Вот то, что у тебя крестов снаружи не так много, да? Это ограничивает тебя. Смотрите. Потому что сейчас все кресты... Кстати, мулкар слил. Я понял, какая лошадка у него. Ну, ошибка. Наверное, небольшая, но ошибка. В общем, тут кресты на еде, тут на еде лесе, да? Ну-ка. Только 3 на камне. А золото? То есть, видите, ограничено очень сильно. Что? То есть Хера не заметил, как один крест, да, немного крестов, а один крест втихаря сделал это, блин, ну как он это делает просто? Я не знаю, как он это делает. Но, наверное, он начал это делать в момент какого-то опять микро, да? Вот, честно, даже интересно, потому что это чуть ли не самое тут важное. Как он это сделал? Когда этот крест начал атаковать это частокол? Когда Хера этого не заметил? Внимание, потому что решает тайминг. Он тут стоит и ждет по ходу момента, ребята. Смотрите, тут микро. Но, честно говоря, не уверен. Ну, типа там была такая задержка, но здесь еще вышка на вышку строится. То есть, где внимание Херы сейчас? Было здесь, но сюда не хватило. И он методично... Зачем сюда смотреть? Ну, вроде... Так, надежно. Ну, как надежно? Ни хера не надежно, Хера. Давайте догонять до момента, когда уже все это сделает крестьянин. И выйдут жители. Да, сейчас они пойдут. Здесь дополнительная вышка. 6-й крест от Херы теряется на вышке. Соответственно, выход. Идет микруха с кирмами. Здесь уже броня у Сема есть. Только стрела на скирмах. Так. Ну, здесь, понимаете ли, у Херы больше вышек. То есть его идея с камнем, она, в принципе, работает, да? Но камень сейчас у него тут закончится, ему придется сюда выходить. А он туда не то, что может выйти. Здесь камень жирает. Тут вообще появилась конюшня и делаются скауты, которые совсем немного, но хиляются. Ну, честно, я бы этот бонус почти уже не учитывал в феодале. 2
2 здоровья в минуту, это, конечно, ни о чем. Практически 0 эффектус. Честно, я даже не понимаю, в чем смысл этого 2. Сделайте 4, либо 0. 2, но это окей. Типа, ну это непонятно. Это как плюс 0,1% к добыче леса. Там. Окей. Смотрите, как здесь не идеальные фермы. Точнее, на самом деле они идеальные. Это ферма присобачена к мельнице, эти две к ТЦшке. То есть здесь идеальное место под вышку идет. На самом деле. Так, ну что, ну уже кресты выходят на пофиг. Чё ты, Хера, ты дырявый. Твой план как бы вроде работает, а вроде нет. Он срывает крестьян. Ну, как бы верит в свой контроль, в своих скирмов, которые будут стоять под вышкой. Здесь тоже вышка помогает. Возможно, Хера здесь может перевернуть игру. Он отстает на 3 жителя. Он теряет крестьян. Ну, наконец-то и 7 начал терять крестьян, в конце концов. То есть здесь, но здесь много крестов выгрузилось. Так, ну, слушайте, интересный бой, реально. И он сразу делает еще чуть дальше вышку. Да, ответка. Ответка, ответка, ответка. Армии почти нету. У Сема тоже немного, да? Здесь все, full fjord пошел. Кресты убегают, ищут камень. Могут найти 3 мужиков, они ничего не чувствуют. Минус скаут. Так, ну скауты без апгрейдов. Хомутов тоже у ребят нет. Потери 3-8 по крестьянам. Хорошо. Ну что, Хер? Еще минус 2. Или даже 3. Пишет 11. Господи, ты за бенгальца. Ты... Тебя не спасут 2 креста, которые родятся. Не спасут. Такими темпами. Еще минус крестьянка. Но здесь 2 дерутся. Да, ну 7. Ну Хера опережает по счету, я не знаю. Нашел же, нашел. И что делать? Заволите убить крестами? Вы заволите поставить вышку? 700 леса, ребят. 700 леса, 4 на еде, посмотрите. У него не работает фермы, а здесь работают. То есть у Сема еще и лучше макро. Я бы хотел... То есть как бы Хера в любых боях получает обычно преимущество, да? Грубо говоря, за счет своего контроля. Но здесь так сложно сказать. Ну, вроде здесь он, да, убил, но ценой чего? Очень большого количества крестьян. Просто вышка, но он не запер крестьян. Ну, чтобы их запереть, надо и мельницу даже запирать. А иначе он долит и убежит, как бы. Хотя вдруг не среагирует. Вдруг и сейчас не среагирует. Вот надежные фермы, вот рынок. Ну, потому что много леса, а не потому что есть чем торговать. Скорее всего, да. Хера вроде сейчас расставился на фермы. Сейчас у него около 20 на еде будет. Тем временем у Сема 26 на еде. Мол, карты, все это супер выгодно. Этот камень до сих пор работает. Здесь что-то дом горит, но это пофиг. Здесь он скорее вышку сам даже в деф поставил. Честно говоря, они просто даже продолжают работать. И кажется, 7 что-то спалил. Ладно, здесь 6 жителей, да, они почти все могут спрятаться в вышку. Хотя, учитывая этих крестьян, они же могут напасть здесь на вышку. Что-то Хера нашел, чем торговать. Продает лес. Еду продаешь, чтобы купить камень. А, ну здесь вышка поставлена, он делает очередную. Так, Хера смещается сюда. Какой Хера из 7? Смещается, и здесь давайте на реакцию Херчика посмотрим. Ладно. Ладно, окей. Так, этот крест не выберется. Скаут немножко умер. Ребята, что с цифрами? Как это работает? Как он это делает? Как можно быть плюс 17 крестьян? Ну, потому что Хера дико адлит ратушу, на самом деле, уже 5 минут просто феодаля. 6 минут. Тут сливается. Тут, смотрите, 3 креста. То есть 6 крестов против 3, 3 сработали, типа, да, помогли армии. Вынесли вышку. Убивают крестьян. Хера без тачки, не знаю. Чё Хера начинает скаутов делать? Боже мой. Сем это просто видит. Он видит все абсолютно. Как он уверенно выбрался отсюда просто. Он делает 2-ю конюшню. У него бесконечно тут экономика. Армии 0. Остались только вышки. И теперь кто остался заперт? Хера все еще лидирует по счету. Он не может понять, насколько он отстает. Он, наверное, чувствует, что отстает, потому что по разменам он видит. Чувствует. Но Хера... Серьезно, он опять продал 200 еды, чтобы купить 100 камня. Что 100 камня? Я что-то не понял. Что он пытается сделать? Короче, он где-то еще одну вышку поставил. Я не совсем понял, где именно. А вышелся и делает скаутов. Начинает. Ну, видим, что это не на одного скаута будет вложение. Это будет что-то типа 7 скаутов. Тем временем замковый переход от Сема. Снова. Нажал замки, счет опустился. Снова непонятно, что переходит. Здесь супер экономика. Вот этот мув зарешал. Тут даже 2 тайла теперь. Короче, Хер тут вообще
Попал немножко не в стандартные условия. Сюда ферма. Не, ну честно, выглядит как... выглядит как то, что Хера реально играет с ошибками. А он, в принципе, если посмотреть на Херу, он играет с таким нормальным количеством маленьких ошибок. Если их становится много, то это прям... А ICCM, он очень лютый игрок. Просто. Он прям... Я не знаю. Я не вижу тут вообще ошибок от ICCM, вот практически там. Слитый мулкарт, там что-то вышка тут, ну вот тут неправильная вышка, которая умерла. Но это тоже такое, как бы бывает. Две конюшни от грузинина, у которого теперь будет сейчас уже 8 хп в минуту реген, это уже получше. Не то чтобы космос, но окей. Хера сидит без золота, без камня, и 7 сидит золотом с камнем. Ладно, окей. Понял. Давайте немножко ускорять, дожидаемся замковой эпохи. Так, ну Хера не намерен сдаваться. Шутка, сдался. Сдался. АПМ не 140, всего лишь 89, здесь 58,7, на номад-стартах обычно меньше. Эффективность экономики всего лишь 58%. Наверное, какой-то оверреакшн от Херы в плане того, что он слишком тут на фермах не сидел, там, и в итоге очень плохо сыграл, честно. Ну как я могу сказать, что Хера очень плохо сыграл? Он сыграл хуже S7, а S7 просто красавчик здесь. Посмотрите, в какой ситуации он оказался. Конечно, Грузия ему помогла с мулкартами. Здесь выбраться, на самом деле, как-то это все проще, дешевле сделать, да, и на старте легче выкрутиться. Но он все равно, он не зажался, он красавчик, забрал того кабана, здесь 3 жителями проскочил. Вот это все супер важно, и S7 на самом деле выиграл Херу 2-1 в групповом этапе. Но судьба в четвертьфинале повернулась немножко по-разному. SCCM выпал на Йо, потому что Йо занял 2-е место, да, в группе с MBL. И, соответственно, проиграл он мистеру Йо 4-1. А Хера как раз выпал на MBL. 2-е место Хера выпал на 1-е место MBL, и там уже одолел MBL. Поэтому, ну, вот так вот. Хера может проигрывать. Попытался зажать Сема, не получилось. Вроде здание убил 9-3. Но потери крестьян. -2 в начале креста. И вообще что-то тут по экономике посыпался. Не перешел. Очень невыгодно торговал. Что-то продавал по 200 еды, чтобы покупать. То есть, понимаете, блин, он продавал 200 еды, чтобы купить одну буквально вышку. То есть, насколько у него плохой был контроль камня. Хера жрал только 1 камень. Вот и все. Такой матч. Просто хотел показать, насколько S7 реально жесткий даже. Даже не столько Хера, что он там может ошибаться, насколько S7 жесткий. Вот так вот.